Этот город основан более 1000 лет назад, и даже Москва, можно так сказать, когда-то была одним из его пригородов. Приготовьтесь к обилию православных монастырей, богатейшим музеям и колоритной архитектуре. Это Ян Буян, и я приехала во Владимир. Самый известный город Золотого кольца. Как он выглядит сверху? Весь Владимир отсюда как на ладони. С воды, из земли. Москва деревней была, рядом с Владимиром. В этом выпуске я попаду в самое сердце белокаменного Владимира. Продолжу осваивать древние ремесла. И разочек сверху, хорошенький, умничка, молодец. И даже буду вынуждена приступить закон. Незабываемая, а порой опасная прогулка по городу Владимира Мономаха начинается. Стоит ли говорить, что Владимир – один из древнейших русских городов? Живописно раскинулся он на левом крутом берегу реки Клязьмы. Среди особенностей – уникальные памятники древнерусского зодчества. А еще историческая планировка старого города, центр которого не площадь, а улица. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем свет. Владимир, который был когда-то столицей древнерусского государства, теперь входит в самый популярный маршрут нашей страны – Золотое кольцо. А его исторические объекты включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но к памятникам мы еще вернемся. А пока познакомимся с парнем, на которого я нечаянно наткнулась в соцсетях. Возле этого памятника мне назначил встречу очень таинственный человек. Он даже не дал свой номер телефона, но сказал, что он покажет что-то очень необычное. Полчаса томительного ожидания, и вот он, тот самый интриган. Яна, Здравствуйте. Привет. Михаил. Яна. Так, Михаил, какие у нас сегодня планы? Давно ли боль на крыше? На крышах? Давно. В детстве. Мы идем на крыши? Да. А вот это неожиданный поворот. Я, конечно, согласилась, но забегая вперед, скажу, что очень сильно об этом пожалела. Впрочем, обо всем по порядку. Михаил показывает и туристам, и местным город с неожиданной стороны, точнее высоты. Для него это не хобби, а образ жизни. Это уже как наркотик? Что? Ну, вы по крышам лазить или... Это как сходить погулять по любимому парку в своем районе. То же самое. Девушку на свидание, допустим, пригласить, да? Мы на этой крыше свидания проводим. Да. Ну, люди приходят, типа, да. Намеренно на свидание. Владимирский сталкер пробивает путь на одну из жилых многоэтажек. Предупреждаю, опасно, не пытайтесь повторить. Сердце так. Ну что, готов? Да, полезли. Что ж, раз сказала, говори бы. Смотреть, чтобы с кармана ничего не выпало, это очень важно. И тут я поняла, все же лазить по крышам не мое. Все? На Да. крыше? Идем? Нам главное сейчас наверх подняться, потому что здесь лучше не сидеть. Ну вот, одна из самых крутых крыш. И это еще и самая безопасная. Отлично. И единственное. Не уговорите меня на следующую идти. Не, почему? Нормально. Не, спасибо. По гнущейся жестянке и между электрических проводов так себе прогулка. Но для кого-то это и есть настоящая романтика. Михаил за свои экскурсии берет небольшую плату, а желающих масса. Эта крыша по популярности вторая среди наших маршрутов, по которым с нами гуляют люди. С этой крыши видно старый центр, Золотые ворота, Козлов вал, поля на 20 километров. В разлив здесь красиво на Клязьму смотреть. Взбираться на первую по популярности крышу точно было не лучшей идеей. И сейчас вы поймете почему. Индустриальный туризм – тема интересная, но весьма необычная. Несмотря на то, что мы проникаем в всякие необычные места, когда лазаешь, лазать нужно дерзко, но с почтением, уважать жильцов дома, чтобы не мешать им, и чтобы они не мешали нам. Поэтому подниматься будем тихо. Но ни наше почтение, ни стремление к тишине не помогло. Где-то внизу зазвучал голос одного из жильцов. Там у нас все проваливается. Вы что, дураки, что ли? Быстро. Большая московская шеф. Да, вот таких трое террористов.
Нас прогнали, обозвали и вызвали полицию. Все-таки сталкерство дело не совсем законное, могут и штраф паять. Хочется полюбоваться на город с высоты? Есть более легальный способ – колесо обозрения. Да, весь Владимир отсюда как на ладони. Видно и современные районы, и старую часть города с ее множеством древних храмов. Я думаю, сейчас я спущусь и подойду к некоторым поближе. Действительно, местные храмы поражают разнообразием архитектуры. Очень, конечно, во Владимире красивые соборы и церкви. Вот, допустим, вот это. Здравствуйте, а вы не подскажете, что это за церковь или собор? Это главный храм страны до 15 века. Это наш знаменитый Успенский собор, который в свое время построил сын Юрия Долгорукова, Андрей Боголюбский. Расписывал Андрей Рублев, а иконостас там делали по приказу Екатерины II в самом красивом стиле, таком, знаете, барокко, рококо. Вы там не были? Нет. Да вы что? А откуда вы знаете столько про него? Ну, вообще я экскурсовод. Серьезно? Да. Это мне повезло. Мою новую знакомую зовут Марина Евсюкова. Много лет она доказывает туристам, что путешествовать по России круто. И ведь не поспоришь. Здесь очень много захоронений, среди них и дети Юрия Долгорукова, внуки Юрия Долгорукова. Вот эта вся княжеская семья здесь похоронена. Здесь и Андрей Боголюбский, Александр Невский, отец Все Александра здесь Невского. похоронены? Все здесь. Серьезно? А вы думали, Прям в Москве? Москва деревней была, рядом с Владимиром, когда, как говорится, Владимир был столицей нашей страны будущей. Мне кажется, вариантов нет, нужно идти внутрь. Конечно. А снимать там, не знаете, можно снимать? Нельзя. Нельзя, это наше сокровище. Если всякий будет приходить и снимать наши красоты, все посмотрят и скажут, что мы поедем, мы и так все видели. Нет, внутри эксклюзив. Внутри снимать запрещено никому никогда. Вот так вот. Хотите увидеть фрески Андрея Рублева? Приезжайте. А может быть, вы еще про Соборную площадь мне сможете рассказать? Соборная площадь. Ну, мы сейчас с вами вообще находимся в самой древней части города Владимира. По легенде, вот это и есть сердце. Вот сзади нас памятник нашему основателю Владимиру Красное Солнышко. Эта часть действительно существовала уже в конце XI, начале XII века. И Соборная площадь – это, по сути, бичевая площадь. Это место, куда собирался люд, куда приглашали всех, весь народ, где решались какие-то вопросы, где оглашались указы, где когда-то висел колокол вещевой на дубовых вязях. Но сейчас это сердце города Владимира. С моим плотным графиком мне очень редко удается отдохнуть и просто расслабиться. А как же хочется иногда уехать куда-нибудь без камеры, вы себе даже представить не можете. Хорошо, что мои друзья знают, как меня удивить. А я люблю очень небанальные подарки. Не так давно ко мне в дверь постучал курьер. Все, что было у него в руках, это коробка. И внутри меня ждал сюрприз. Сертификат на отдых в один из десятков отелей России на выбор. И вы только посмотрите, какая упаковка ручной работы. Если честно, мне ее даже жалко открывать. Самое замечательное, что с сертификатом от Кува планирование отдыха занимает всего несколько простых шагов. Первый – это ищем отель по душе из предложенных вариантов. Как вы видите, их очень много. И в Москве, и в Санкт-Петербурге, на Байкале и Алтае, в Сочи и Краснодаре. В общем, можно найти отель на любой вкус. Второй шаг – подбираем любые удобные даты. Сертификат действует 2 года. Третий шаг – пригласить кого-то с собой. Вы можете поехать вдвоем или даже всей семьей, ведь согласитесь, всегда приятно разделить эмоции с близкими. Ну или провести романтический уикенд. Ну и четвертый, самый приятный шаг – это отдыхать. Я для себя выбрала отдых в Подмосковье, в романтическом шале «Комьюнити-деревня». С таким подарком просто невозможно ошибиться, потому что вы дарите не просто какой-то сертификат, а эмоции и воспоминания, которые останутся с близким человеком на всю жизнь. Ссылку на заказ сертификата прикрепила внизу под видео. С промокодом ЯНБУЯН вы получите скидку 1000 рублей на любой сертификат. Давайте дарить счастье друг другу вместе. А я пошла оденусь во что-нибудь более удобное и, пожалуй, на пару дней выключу телефон.
Марина идет встречать вновь прибывших туристов. Ну а мы прогуляемся по этому сердцу города. Как оказалось, тут есть прекрасная пешеходная зона Владимирский Арбат. А если официально, улица Георгиевская. Еще совсем недавно у Владимира не было своего Арбата. Но эту несправедливость устранили 6 лет назад. Улица совсем небольшая, всего 300 метров, но зато такая уютная. На этой улице целый квартал интересных музеев, кафе и уличных скульптур. Был даже памятник аптекарю. Здесь раньше стоял аптекарь, и по народным поверьям, чтобы быть здоровым, нужно было ему потереть нос. И, видимо, туристы так старались, что стерли его совсем. Но, как выяснилось, железного аптекаря сбил мусоровоз, вот и отправили его на реставрацию. Кстати, на следующий день я застала, как его восстанавливают, так что он уже стоит на своем законном месте. Ну а мы пока с вами заглянем в самую старую аптеку города. И вы представляете, на этом месте не просто сделали музей аптеки, а здесь аптека реально просуществовала 205 лет. 205 лет. За зданием аптеки с высокого крутого берега смотровые площадки. С обеих сторон открывается потрясающий вид на Заклязьминские дали. Дальше. На повороте нас встречает кузница Бородиных. Одновременно и действующая, и музей. Что тут кузница, можно понять сразу. Необыкновенная кованая ограда с искусно сделанными фигурами. Просто чугунное кружево какое-то. Давайте мы зайдем и посмотрим, что там. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, я увидела у вас здесь мастер-классы с экскурсией проводятся по кузнице. Конечно, Можно проходите. Можно, да, не только послушать нашу экскурсию и узнать о кузнечном ремесле, но и заодно попробовать самой прикоснуться к искусству и попробовать для начала хотя бы сковать шляпку гвоздя, которую мы с вами будем ковать вот из такой вот заготовочки. Что ж, в Суздале ковала подкову. Если не видели этот ролик, обязательно посмотрите. А тут гвоздь. А как давно здесь кузница находится? Ну, на самом деле, вот этому зданию больше 200 лет. Это бывшая лаборатория, вот здесь рядышком аптеки номер 1. Да, кстати, мы были там. Да. Они всегда, кстати, о нас и говорят, о том, что мы их бывшая лаборатория. А в 1987 году Юрий Николаевич, это вон там дедушка с котиком, это сын Алексея Бородина. Он, точнее, отец Алексея Бородина, он купил это здание в 1987 году, а в 1996 году, в феврале месяце, здесь разожгли первый огонь. То есть они воссоздали это здание. Но в стенах здесь 200-летний кирпич. То есть это действительно старинное здание. В кузнице династии Бородиных множество произведений искусства. Уникальные каминные решетки, люстры, подсвечники. Сложность сюжетов и изящество поражают. Ну а с меня простецкий гвоздь. Мы сначала убираем окалинку, чтобы нас с вами не кусало, а отправляем в гвоздильню и начинаем работать. Ай! Сильнее. Стоп! Теперь видите, он убегает. Да. Мы его быстро вернем к центру и со всей силы сами. Сильнее. Еще. Стоп! А теперь вот так по краешкам со всех сторон заусеньте. Так, сейчас покажу. Вот так, с наклончиком. Чуть-чуть. Молоточек прям вот так его гладит. Ну-ка, поехали. И разочек сверху. Хорошенький. Умничка, молодец. Кладем сюда молоточек. А теперь мы берем его клещами и в ведерочко до самого дна остужать. Сейчас будет такой пш. И полощем там его еще. Теперь достаем. А вот теперь можно смело взять его за хвостик, он тоньше и всегда быстрее остывает. Теперь у меня есть свой собственный гвоздь. Причем кованый, ручной. Вот так, не успела приехать, а город подарил столько приятных знакомств. Кстати, Владимир совсем небольшой, чуть более 350 тысяч жителей. И многие из них наверняка любят прогуливаться по этому саду. Называется он Патриаршим. Как же приятно в жаркий день прогуляться по этому саду.
Здесь такая приятная прохлада. Одно удовольствие. Прекрасные пейзажи, ухоженные дорожки и чистые скамейки. В дополнение успокаивающая безмятежность и свежий воздух. Я не могу не воспользоваться моментом, чтобы не сделать фотографию для Инстаграм. Кстати, подписывайтесь на него, там всегда то, что остается за кадром. А рядом тихая Клязьма. Прокатить по этой речушке могут местные гондольеры, ну, так их иногда здесь называют. Эти лодки, конечно, никакие не гондолы, зато с ветерком могут домчать до знаменитого храма Покрова на Нерли, что в поселке Боголюбово. Пошли смотреть на Покрова на Нерли. На заливных лугах стройность, изящество и множество еле уловимых деталей. Только вдумайтесь, этот белокаменный шедевр в пойме двух рек, Нерль и Клязьма, стоит с 12 века. Изображение церкви, она, кстати, включена в список наследия ЮНЕСКО, можно увидеть на туристических буклетах о Золотом кольце, картинах. Увековечил ее и Тарковский в фильме Андрей Рублев. Ой да люли-люли, ой да люли-люли, сизый селезень плывет. Самое главное достояние Владимира и его окрестностей – древнерусское белокаменное зодчество, которое помнит еще домонгольские времена. Исторический факт – Золотые ворота, старинный парадный въезд в город, так впечатлили монголов, которые пришли его брать, что басурмане не стали штурмовать сами ворота, а проломили стену рядом с ними. И на том спасибо. Обычно у этих золотых ворот начинаются экскурсии, а мне почему-то захотелось тут завершить свою прогулку по этому древнему городу. За эти 2 дня, что я провела здесь, я успела посмотреть очень много интересного. Для этого даже забралась на крышу. В общем, чтобы увидеть все самое главное во Владимире, наверное, не хватит и недели. Так что сюда я еще вернусь. Это был Ян Буян. Подписывайтесь на мой канал, новые видео каждую неделю. Ставьте лайки и пишите в комментариях, понравился ли вам этот выпуск. И напоследок важное предупреждение. Со мной вы будете скучать по местам, в которых еще не бывали. Пока-пока!